Представьте, что у вас есть дом. Все документы, подтверждающие право вашей собственности на этот дом, у вас также имеются. И этот дом остался вам от вашего отца, а ему от своего отца. И все соседи знают вас и знают, что это ваш дом. Это большой дом, и годами, что там жили вы и ваши предки, в пустые комнаты вы заселяли других людей. Все жили в согласии и мире. Однажды, вернувшись домой, вы видите, что многие комнаты вашего дома сожгли. Детей и взрослых жителей либо убили, либо прогнали из дома на улицу, а они, громко рыдая от случившегося, ждут вас и ждут, что вы разберетесь в том, что произошло. Подойдя ближе к дому, вы замечаете, что несколько ваших соседей, с которыми вы жили в одном доме когда-то и имели нормальные отношения, сейчас направляют на вас оружие из окон дома и угрожают. «Не подходи, убью! Приблизишься еще на шаг, и мы тебя убьем!» Вы спрашиваете: «Да почему? Что случилось?» А они отвечают: «Мы считаем, что раз на этой земле, на этом месте, на месте этого дома приблизительно 2600 лет назад жили наши предки, значит, часть этого дома наша». Вы в недоумении задаете вопрос: «Как же так? Никто не может точно сказать, что было 2600 лет назад. Да и мы живем сейчас, а не в то время. Это мой дом по всем юридически подтвержденным документам, и все вокруг знают, что этот дом мой. Кто жил на этих землях 2600 лет назад, вообще под вопросом, и даже если это правда, это не имеет никакого отношения к моему дому, который находится в моей официально зарегистрированной собственности. Факт в том, что на сегодняшний день здесь жили люди, квартиры которых вы сожгли, их самих убили или выгнали на улицы». В ответ вы слышите лишь: «Мне абсолютно все равно на твои доводы и факты. Уходи, эти комнаты мои». Как бы вы отнеслись к такой ситуации? Наверняка многие из вас уже поняли, о чем сегодня наше видео. Наша тема связана с самой актуальной проблемой нашего региона на сегодняшний день – войной между Азербайджаном и Арменией. У канала Опыт X десятки тысяч зрителей как из Азербайджана, так и из Армении, и мы получали сотни отзывов о безграничной пользе наших видео и благодарности как от азербайджанцев, так и от армян. Я, как человек, который готовит контент для канала, а также вся команда Опыт X, частью которой я являюсь, никогда не поддерживали войну и кровопролитие. Наверное, ни один нормальный, адекватный человек никогда не захочет кровопролития. Мы долго думали, стоит ли готовить видео на политическую тему. Мы точно понимали, что многие могут от нас отписаться. Но замечая, как знаменитые армяне в России и в мире делают все возможное, чтобы простые люди неправильно воспринимали происходящее и имели искаженное, одностороннее представление о реалиях, мы решили, что очень важно донести до вашей аудитории правду посредством этого видео. А вы знаете, что именно происходит в данный момент между Азербайджаном и Арменией? В начале 90-х годов армянские вооруженные силы напали и в течение нескольких лет силой завоевали не только территории Нагорного Карабаха, которые они считают своими, но и 7 районов Азербайджана, которые никакого отношения не имеют к Нагорному Карабаху. И даже Армения никогда не говорила о своих претензиях к этим землям. Абсолютно все районы и сам Нагорный Карабах всеми странами мира и Организацией Объединенных Наций признаны территорией Азербайджана. Армянское правительство не просто воевало с азербайджанской армией на азербайджанской территории, но и за это время заставило 1 миллион человек стать беженцами и бежать из своих родных земель. И этот 1 миллион беженцев долгое время жил в палатках, в вагонах и в заброшенных зданиях. И этот 1 миллион беженцев до сих пор ждут тот день, когда смогут вернуться в свои родные края и в свой родной дом, в комфорт и уют, который для многих из нас самая обычная повседневность. У вас может возникнуть вопрос, откуда мы все это знаем. Мы знаем это, потому что большинство членов команды Опыт X – выходцы из Азербайджана, проживающие в других странах мира. И жена одного из основателей канала родом из одного из самых знаменитых городов Карабаха – колыбели азербайджанской культуры города Шуша. А этот город захвачен оккупантами. А другой член команды Опыт X помнит, как ходил в школу, и половина его школы была домом для азербайджанских беженцев, бежавших из Карабаха. И как каждый день он содрогался от того, что люди могут жить в классах, рядом с теми, где учились дети. Поэтому мы решили, что наш долг обоснованно и объективно рассказать все, что происходит в регионе. Итак, почти 30 лет все эти земли оккупированы Арменией, и армянское правительство, оправдывая свои действия, говорит, что там живут только армяне, они хотят иметь свое государство, и мы не лезем в их дела.
Население всей Армении 2 миллиона 900 тысяч человек. По данным 2015 года в Нагорном Карабахе и 7 оккупированных территориях жило всего 145 тысяч 53 человека. Напомним вам, что в 90-х оттуда оружием и силой было изгнано официально 1 миллион азербайджанцев. Поток беженцев из Азербайджана в войне 1991-1994 годов – это крупнейший поток беженцев в Европе после Второй мировой войны. То есть на территории, с которой из своих домов были выгнаны 1 миллион человек, сейчас живет всего 145 тысяч людей. Зачем и для чего нужно было это делать, знает только правительство Армении. Руководство Армении пропагандирует, что если Азербайджан вернет Нагорный Карабах, то все армянское население Карабаха будет в опасности. Поэтому мы посредством этого видео обращаемся к армянам Карабаха и людям в других странах. Сегодня в Армении не живет ни одного азербайджанца, а в Азербайджане живут десятки тысяч армян. И не только армян. В Азербайджане живет очень большое количество русских, иудеев, аваров, талышей и людей 40 других национальностей и вероисповеданий. Они считают Азербайджан своей родиной и живут на родных землях. Например, девушкой одного из членов команды Опыт X является православная азербайджанка, а многие знакомые рассказывают, как со слезами на глазах расставались с армянскими соседями во время войны и уезжали. И годами армяне и азербайджанцы жили в мире. Неужели это все не говорит о том, что никто не собирается трогать людей армянской национальности? Мы уверены, что люди, которые в данный момент живут в Карабахе, смогут там жить и дальше и станут гражданами Азербайджана. И это официальная позиция страны. Кроме этого, правительство Армении утверждает, что Нагорный Карабах – независимая республика, и все мирные переговоры должны быть с ней. Но почему Нагорный Карабах как государство не признает ни одна страна в мире, ни одна серьезная международная организация, и почему сама Армения не признает Нагорный Карабах как независимое государство? Правительство Армении, многие армяне со всего мира утверждают, что в данный момент Азербайджан напал на их страну. Но если это так, то почему самая большая и уважаемая в мире организация ООН, членами которой являются 193 страны в мире, в том числе, кстати, и сама Армения, приняли 4 резолюции под номерами 822, 853, 874 и 884 о том, что военные силы и группировки Армении должны незамедлительно покинуть оккупированные территории. Мы все прекрасно знаем, что организация, членами которой являются 193 страны мира, никогда не примет резолюции, если она не будет уверена в юридических, правовых и моральных основаниях своих решений. Значит, в данный момент Азербайджан не воюет с каким-либо государством. Азербайджан освобождает свои территории от оккупации, восстанавливает конституционный порядок. И он 27 лет ждал, что Армения послушается международное сообщество и покинет территорию Азербайджана. 27 лет Азербайджан пытался не начинать войну, не проливать кровь и договориться миром, чтобы освободить свои земли. Но как мы и показывали в примере в начале видео с домом, что вы будете делать, если ваш дом заняли вооруженные люди, и даже после судов, которые решили, что это ваш дом и что из него должны выйти вооруженные люди, после того, как все соседи в других домах сказали, что это именно ваш дом и его нужно освободить от вооруженных людей, а эти люди 27 лет не уходили, что бы вы сделали в этом случае? Неужели вы бы не пытались вернуть свой дом силой? И если бы вы пытались это сделать силой, неужели вы были бы неправы? Для того, чтобы был мир, должна быть справедливость. И для справедливости мы все должны вместе требовать от правительства Армении и военных Армении покинуть территории, с которых выгнали 1 миллион человек. Мы живем в 21 веке. Давайте не проливать кровь.